Чарли шел по широкой аллее городского зоопарка, проверяя новые информационные таблички у вольеров, когда внезапно услышал резкие, срывающиеся на визг крики. Сначала он решил, что кто-то из детей упал или потерялся, но шум нарастал, густел и очень быстро превратился в настоящую панику. Чарли сорвался с места и побежал на звук, а, выбежав на главную прогулочную зону, замер, словно его пригвоздили к земле. По центральной дорожке между посетителями шел огромный взрослый лев. Люди в ужасе бросались в стороны, матери хватали детей и прятались за киосками с напитками. Лев никого не тронул, но Чарли сразу понял — ситуация балансирует на грани катастрофы. Он выхватил рацию и почти закричал, требуя немедленной эвакуации посетителей и вызова группы с транквилизаторами, после чего бросился к вольеру льва, чтобы понять, как такое вообще стало возможным. Массивная стальная дверь была распахнута настежь, а электронный замок болтался на искореженных креплениях, явно выведенный из строя. Чарли вспомнил, что минут 10 назад по всему парку сработала пожарная тревога из-за сбоя в подстанции. Персонал бросился проверять помещение, и автоматика запорных систем вполне могла пострадать от скачка напряжения. Лев по кличке Рокки, видимо, просто толкнул дверь лапой, и она поддалась, подарив ему свободу, которую он никогда не знал. Чарли выбежал обратно и увидел, что зверь направляется не к главному входу, где столпились перепуганные посетители, а в противоположную сторону, к служебному сектору. Там с утра были открыты ворота для поставки мяса, и Чарли с холодным ужасом понял, что если лев вырвется на улицы города, последствия могут стать непоправимыми. Он бежал следом, не теряя зверя из виду, слыша позади крики охранников и вой сирен. Рокки действительно прорвался через служебные ворота и скрылся за поворотом многоэтажного дома. Улица мгновенно погрузилась в хаос. Машины визжали тормозами, водители в панике запирались внутри салонов, женщины кричали и бежали прочь. Лев шел по тротуару, будто не замечая людей, словно кого-то искал, время от времени останавливался, втягивал воздух, оглядывался и снова продолжал путь. Чарли держался на безопасном расстоянии, прижимая телефон к уху и передавая диспетчеру координаты, по которым уже мчалась ветеринарная бригада. Рокки свернул к небольшому скверу в нескольких кварталах от парка, и Чарли увидел на скамейке пожилую женщину, которая кормила голубей хлебными крошками из бумажного пакета. Лев замедлил шаг и начал осторожно приближаться. Его массивные лапы почти не издавали звука на траве. Чарли закричал изо всех сил, предупреждая женщину, чтобы она не двигалась, но она, похоже, не слышала его из-за общего шума. Несколько прохожих в панике бросились к выходу из сквера, кто-то спрятался за деревом и включил камеру. Женщина повернулась, увидела льва всего в нескольких метрах от себя, и Чарли приготовился к худшему. Но вместо крика она просто посмотрела зверю в глаза и очень тихо произнесла: «Рокки, это ты?» Дальнейшее навсегда врезалось Чарли в память. Огромный лев медленно лег перед ней, положил тяжелую голову ей на колени и издал низкое урчание, больше похожее на мурлыканье гигантского кота. Женщина дрожащей рукой начала гладить его гриву, слезы катились по ее морщинистым щекам. Через минуту к скверу с воем подъехали машины службы безопасности парка и полиции. Люди с транквилизаторными ружьями выскочили наружу, и Чарли бросился к ним, отчаянно размахивая руками и крича, чтобы они не стреляли. Старший охранник посмотрел на него с недоверием, затем на сцену у скамейки, где пожилая женщина обнимала льва и медленно опустила оружие. Чарли объяснил, что между ними явно существует связь, и приказ был отдан держать оружие наготове, но не применять. Он осторожно подошел и спросил женщину, откуда она знает этого льва. Старушка, Эвелин,
вытерла слезы и начала рассказывать историю, от которой у Чарли побежали мурашки. 11 лет назад она была волонтером в Центре спасения диких животных в другом регионе, куда рейнджеры привезли едва живого львенка, найденного рядом с убитой браконьерами львицей. Детенышу было не больше месяца, у него была раздроблена передняя лапа и начиналась инфекция, шансов почти не было, но Эвелин решила бороться. Она выхаживала львенка неделями, кормила из бутылочки каждые пару часов, делала уколы, не спала ночами, и он выжил. Когда он подрос, оказалось, что лапа срослась неправильно, и вернуть его в дикую природу было невозможно. Поэтому Эвелин сама искала для него лучшее место и в итоге привезла его именно в этот зоопарк, где условия были достойными. После этого ее срочно направили работать за границу, где она почти 10 лет спасала диких животных, и она была уверена, что лев давно умер. Несколько месяцев назад, выйдя на пенсию, она пришла в парк с внучкой, увидела табличку с именем Рокки и возрастом, позвала его по имени и узнала по старому шраму. Она не осмелилась подойти к сотрудникам, боясь, что ей не поверят, и ушла, но лев вспомнил ее запах и голос. Когда утром сломался замок, он вышел не за свободой, а за ней. Чарли слушал, понимая, что стал свидетелем чего-то невероятного. В итоге было принято решение вернуть льва в парк в сопровождении Эвелин, а позже руководство выдало ей постоянный пропуск, позволив навещать его ежедневно. Рокки спокойно пошел рядом с ней обратно, и эта процессия выглядела почти нереальной. Эвелин приходила каждый день, читала ему вслух, рассказывала о своей жизни, а лев всегда подходил к стеклу и слушал. Спустя несколько месяцев Чарли заметил, что она слабеет, а однажды она просто не пришла. Через 3 дня Чарли узнал, что Эвелин умерла во сне, тихо и без боли. Лев долго сидел у стекла, глядя на пустое кресло, и в его янтарных глазах Чарли видел понимание утраты. Позже выяснилось, что Эвелин оставила завещание, по которому ее дом был продан, а деньги направлены на улучшение условий содержания Рокки и других крупных кошек. Чарли взял над львом личную опеку, каждый день приходил к нему, разговаривал с ним и рассказывал об Эвелин. Прошел год, парк изменился, вольеры стали лучше, а у Рокки появилась мемориальная табличка в память о женщине, которая спасла ему жизнь. Для Чарли эта история навсегда стала доказательством того, что память, благодарность и привязанность не знают ни времени, ни границ, ни видов. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.